простонародье. Что хочется сказать? Не буду утомлять тебя информацией о специальности, факультете, где я учусь, получаю высшее образование. Здесь просто хочется отметить этап жизни, который подарил мне университет. Даже покажу свою фотографию. Ужасная. У меня к нему еще есть обложка. Раскрывающая место получения мною высшего образования. На самом деле, вспоминая студенчество, хочется сказать спасибо этому периоду жизни только за жизненные уроки. Так-то, конечно, еще есть hard, soft skills, вот это вот все. Но самое главное — это люди, которых мне подарил этот период. Если вы смотрите, это вам. И следующими предметами у нас являются раздаточки. Целая гора раздаточек. Это к тому, чтобы не забывать жить эту жизнь и брать самое лучшее. Немножко расскажу о каждой и пошелестим. Эту раздатку я выиграла в конкурсе по созданию логотипов. На самом деле чудесный музей, подаривший мне эту раскладку. В нем представлен
ключики. Не буду все спойлерить, возьмем одну. Хочу обратить ваше внимание на надпись «Лайк — это исполнение мечты». Ребята, нужно исполнить мою мечту. На этой положительной ноте перейдем к еще одному предмету. Он уже связан с больше обязанностями, но также и с приятными воспоминаниями. Это работа. Итак, показываю предмет. Пробуем в первую же секунду угадать. Угадать, соответственно, кем работаю. Хотелось бы сказать, что это связано более подробно с IT-сферой, но учитель информатики. На самом деле, было бы здорово, если бы на моем рабочем месте были такие клавиатуры, которые невозможно сломать. Основным плюсом моей работы является, конечно же, общение с детьми. И следующий пункт посвящен их прекрасным подарочкам. Посмотрите, какая красота. Я просто счастлива, что в моду снова вошли колечки из бисера. Девчонки сами с 5 по 7 класс делают такую красоту, просто невообразимую. Ну что говорить, это мне, конечно, на руку, и в прямом, и в переносном смысле. Честно скажу, это не все подарки, которые мне дарили, но покажу пока только эти. Но если честно, то работа в школе — это в основном не про красивые подарки, как многие думают, или трогательные истории. Это про стресс. Это антистресс. Потрясающий вообще лосенок, которого можно так шмякать. Забирает весь негатив на себя и радует своим прекрасным внешним видом. И это вообще невообразимый спаситель. Следующим предметом мы буквально откроем вторую половину собранных вещей. На самом деле это не просто ключи, это ключи, которые открыли и закрыли некоторые этапы моей жизни.
фикс прайс. Хотела сказать, что были увлекательные 4 года, но на самом деле получились увлекательные 2 года благодаря пандемии. Замки поменяли, так что со спокойной душой оставляю себе на память. И это ключи от моего первого и любимого кабинета на работе. Там тоже сменили замки, так что безопасность, все хорошо. Здесь скорее примечателен тоже один из потрясающих подарков, который был сделан девочкой Настей. Она сказала, что эта птичка похожа на меня, немного уставшая, но она заберет все мои печали. Как мне сохранить тоже такую чудесную память? Кстати говоря, о памятных вещах. Вообще очень приятно и радостно всегда получать что-то, что относится к тебе, к чему человек творчески приложил руку. Будь то открыточка, будь то открыточка.
чудесный золотой дракон. Это чудесный подарок, напоминающий о доме, о семье. Спасибо. На самом деле ощущение близости к семье, защищенности, надежности, любви — это потрясающе. И с этой целью мною уже лично был куплен следующий парфюм. Самое приближенное, что я нашла с запахом самого дорогого мужчины в моей жизни. Ну что, теперь мы все пахнем, как мой дедушка. Итак, последний предмет. Таро тоже играет в какой-то смысле успокаивающую роль. Помогает больше определиться со своими искренними желаниями. Давайте так скажем, взглянуть в будущее. Ну вот и все. Это были 10 предметов, 10 вещей, которые имеют значение для меня. Надеюсь, что ты смог узнать меня немножечко получше. Пиши, что думаешь в комментарии. И не забудь оценить это видео, поставить лайк желательно и подписаться, чтобы мы не потерялись. Увидимся.